И всем здравствуйте. Так, на чем мы остановились? Мы только что, получается, участвовали в состязании с Яном, Тачиком, кажется, так его зовут. Это так, это турнир врата. Ну, кстати, можно поучаствовать. Даже несмотря на то, что мы еще ничего особо не умеем. Все равно можно сейчас записаться на завтра. Я думаю, что к этому моменту мы определенно должны успеть. Вот он, Геральт. Герольд. God be with you, lad. What can I do for you? Конечно, хочу принять участие. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle courtyard and I'll gladly sign you up. I'm certainly not going to do it here and now. And don't forget to bring 60 groschen with you. 60 грошей еще. Ну, у нас есть. Завтра утром, получается, да? Ага. Так, хорошо. Что нам тогда сейчас делать? Что нам сейчас делать? А сейчас нам надо, получается, доложиться Рихтаржу. Окей. Доложимся. Доложимся. Здорово. Здравствуйте. У меня сегодня отличное настроение после поражения. Гнездо? Где гнездо? Что-то нету гнезда. Так, это понятно. Это... Там сайд-квест, но мы пока не будем их выполнять. Нам надо пройти, так сказать, некоторый сюжетный этап, чтобы получить некоторые плюшки, ну и подкачаться маляк. И тогда уже можно будет, конечно, бегать по сайдам. Сейчас это, ну, абсолютно лишнее. Что у нас по еде? Сытность 77, энергия 88. Ага. Так, хлебушек. Надо кушать, пока не испортился. Как он сияет странно. Это нам, получается, надо... Стоп. Это мне и нужен чувак. Портной. Good day to you. Здравствуйте. Take care. Мне надо у него купить малый набор. Вот это вот. Блин, стоит, конечно. Прилично. Так, это уничтожено. Панские сапоги. Уничтожено почти. 15 осталось. Уже совсем, видите, поношенные. И грязный я к тому же весь. Ну, потому что тренировался с этим... с сотником. Так. Ну ладно, малый набор мы купили. Продать мы ничего особо не можем. Мы можем хотя бы немножко поторговаться. Торговаться вообще надо всегда. Желательно. Sure, why not? Конечно, почему нет? Да, 78. Satisfied? I'd almost shake up. Угу.
Смотри, он не хочет особо уступать. Aye, that would do it. Для чего мы это делаем? У нас есть навык, называется починка. Вот его надо качать, конечно. Так. Так. Попробуем починить Farewell. это. 10 стоит. Конечно, поторгуемся. Let's talk about the price. Naturally. Так. Давай 9,50. What about this? I'd almost. Ну ладно. I'll go for that. Почему понизилось? А хер его знает. Мне кажется, это ошибка. Когда красный, значит, повысилось. Ой, когда красный, значит, понизилось. Когда желтенькое, значит, повысилось. Ну, потому что это ненормально. Хотя. Из-за того, что мы с ним сторговались, может быть, он ко мне стал чуточку хуже относиться. Ну, короче, непонятно здесь вообще. Здорово. Good health to you. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. God be with you. Серьезно? Ну-ка, подожди, я что-то не понял. Так, секунду. Репутация. Ротая. Так. Ага. 46. Ну, видимо, репутация такая себе средняя. Странно, что он даже со мной на другие темы даже не захотел разговаривать. Ну, какой-то непонятный мужичок. Так, а нам теперь получается куда? Нам теперь либо сюда, либо чего? В 11 утра и в 7 вечера. Ага. Сейчас посмотрим, может быть, удастся сейчас. Но его здесь нет, он должен здесь сидеть где-то на пеньке, вот тут что ли, или этот соловей, или как он там. Ладно, пока сходим тогда за снаряжением.
Нам куда-то сюда надо, по-моему. Так. Сапожника нашли. Хорошо. И вот где-то тут. Так, а чё? А где мне взять-то? Надо мне с ним, походу, поговорить. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And? In fealty to? Sir Radzig Cobbler. Yes. I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Так, все, он мне, походу, все дал, и все. Отлично. Замечательно. Мы должны успеть до 7 часов вечера. Нам дали дубинку, кстати. Это говорит о том, что... Так. Все, походу. Вот в таком виде мы сейчас будем учинять порядок. Сейчас еще не Слои зовут? Нет, не Слои. Может, и Соловей? Нет, не похож. Так. Ты? Нет, не ты. А вон он, кажется. Очень похож. Да, вот он. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and is nice. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. Я так понимаю, сейчас будет просто экскурсия, где нам расскажут вообще, какие здания главные. Но вообще город достаточно большой. Один из самых больших в этой игре. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? Да. The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard.
Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. Garden and field. The swordsmith lives here. Так, а что заткнулся-то? Очень странные дела. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. I don't want you here. Is that the news, pal? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Ну, вообще, на самом деле, вот это тот самый момент, когда правильного ответа нету. То есть, с одной стороны, наши люди, которые были в Скалице, они потеряли дом, потеряли все свои богатства и оказались здесь, и вынуждены попрошайничать на улице. И им особо нечего как бы делать. А этот торговец, он просто, ну, его бесит то, что какие-то бомжи ошиваются рядом с его магазином. С одной стороны, его тоже можно понять, но и этим деваться некуда, а работы им никакой не дают. Поэтому ну хорошо. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. My second cousin. His wife died 4 years ago in childbirth, so we've had to help him in the house. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms? Even to this witch only yesterday. Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Блин, ну давай попробуем. We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance Ну, no more. по-моему, Really. неплохо я Thank разрешил you. спор. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Это круто. Так. Пойдем дальше. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Well, you know. Sir Hans's father, old Sir Jeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict,
I hope we have nothing like that here. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Да, улица большая. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Интересно, интересно. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. А где он, что-то я не понял. Ага. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanu saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the Inner Bailey. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Так. О чем мы здесь забыли? Pull me an ale. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Так, сейчас, секунду. Блин, хлеб испортился. Ну ладно. Покушаем все равно. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose.
This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Так. В симфонии кот там дерет цветочку. Так что наслаждайтесь. А может и не дерет, может он блюет. Непонятно, мне не видно. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Угу. Прям серьезно сейчас с ним поговорю, ну да. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Out. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. А мы будем бухать, окей. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Давай сыграем. Why, oh, why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. Так, опачки, здравствуйте. Сделаем так. А смотри, у него там какая-то кость блатная. That's it. No luck tonight. Да, не везет тебе. Так, похоже, что мне тоже. А все, я выиграл, по-моему. Holy Mother of God, why do you... Так. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house.
Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Угу. Ну пойдем, у нас теперь 2 факела. Так, идти можно? Нормально. Позвонить в колокол. Блин, какой вечер. Прикольный. Причем прям видно, что солнце там вот уже почти зашло, а тут уже, соответственно, темно везде. И луна почти... Ну вот, кстати, нет, это не так. Подожди, разве там? Луна неправильно, короче, освещается. Потому что если солнце там или вот в той стороне, то она вообще не такая должна быть. Не такая. Доебался до луны. Да. Я могу. No, I didn't know she did that. She only started not long ago. Always in the evening while there's still a bit of light. She sits down and gets on with it. And she's quite deft at it by now. I'm not surprised. Betty was always good with her hands. You're right there. Anyway, I showed a couple of pieces she made last time to old Tonda from Tabor, the one I buy goods from. And he said right away he'll take them. And how much do I want for them? Well, now. I was surprised myself, but I wasn't sure Betty would even want to sell them. So I asked for a high price, and he says, that's fine, and started counting out the coin there and then. Just like that? What I heard about him, he's right skinflint. And what did Betty have to say? She was well pleased, as you can imagine. Even more when I told her Tonda will take everything she makes. That's great. A bit of extra coin never hurts. Угу. Прикольный диалог. Я думал, что он к чему-то приведет, но он ни к чему не привел. Так, колокол вот он. Skalitz lies in ruins. Get a move on, because you really don't smell good. How does life in Rattay suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Take care. Угу. Так. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and brothers. I toast, gentlemen, to
pigs and pullets. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Опять драка. О май гад. Ну давай, чё. That'll show him. Отпиздил просто. Как ребенка. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Вот так вот. Приказал всюду теперь тащиться с этим Яном, которому мы явно не нравимся. Что-то одни какие-то задания вешаются, и вот это мне начинается. Очень интересно. Факел взять, а то у меня могут это сказать мне, что я плохой гражданин. Is he as bad as that? Oh no, she's a big girl now, near marrying age. Too young for him, but I wouldn't put it past him. Some men are no better than rutting boars. Aye, Pascal anyway.
Но энергии у нас, кстати, немало. То есть я не знаю, как мы сейчас будем спать, получается. И, кстати, судя по всему, на турнир я тоже не успеваю. Потому что если завтра с утра мы идем на охоту, то турнир, естественно, пропущу я. А он будет, независимо от того, приду я на него или нет. Он будет, и будет в следующий раз, наверное, только через неделю игрового времени. То есть это происходит не так часто. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что мы так или иначе побываем на нем. И к тому моменту, когда мы уже будем там, можно так сказать, показать себя вас. Что я, походу, заблудился. Ты вообще где? Ага. А, я просто не дошел, ясно, понятно. Мельник до сих пор работает, прикиньте. I'm glad to see you. Да и я рад. Так. Не, ну, пока непонятно. Стараюсь поговорим сейчас немножко. Shouldn't you tidy yourself up a bit? What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that he'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came Господи, here. Мельник, уйди, He runs пожалуйста. off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one.
Ну ладно, я заберу его. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. Да He's чё его sniffing around искать? somewhere here. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As her ladyship commands? You jester. Так. Ну, пойдем с псом поговорим, где он есть. А, вот он. Hey, mutt. Remember Нормально. me? From Skalitz, remember? You want to go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Так, с этой минуты у вас есть верный четвероногий помощник. Он ваш лучший друг, который будет помогать вам и защищать вас. Но вы должны хорошо о нем заботиться. Вы можете разговаривать с ним и кормить его, лучше всего мясом, отдавать ему команды и вознаграждать его. Все команды вы можете давать при помощи указателя мыши, конечно, да. Используя треугольник, например, к ноге. У вас также появился новый навык «Псарь». Он определяет, насколько хорошо обучена ваша собака и какие команды она понимает. Вы развиваете навык «Отдавай команды». На закладке «Питомцы» вы можете посмотреть характеристики, самые главные из которых – послушание. Она показывает, будет ли подчиняться вам ваша собака или нет. Послушание не уменьшается после каждого ранения или если вы слишком долго пренебрегали вашей собакой. Если послушание падает слишком низко, ваша собака перестает выполнять некоторые ваши команды. Если оно упадет до нуля, ваша собака убежит и пройдет некоторое время, прежде чем она вернется к вам. В течение этого времени вы не сможете отдавать ей команды. Чем выше послушание, тем лучше характеристики собаки. Она будет лучше защищать себя и вас. Наносить больше урон врагам и потребует больше времени, прежде чем она снова решит убежать. Вы можете улучшить послушание своей собаки, регулярно кормя и хваля ее. Ну, блин, попробуем, ладно, посмотрим. Так, пища. А что пища? Хлебушек, да, испортился уже, все. Ну, скушать надо все равно. Так, эффекты переедания, это понятно. Общий уровень прокачался, кстати. Очень хорошо. Так, ночной наездник, запад. Аскет, наверное. Не, аскет не нужен. Запах мышика тоже не нужен. Бессонница. Угу. Ну, блин, мне все это не нужно. Мне все это не нравится на самом деле. Что-то здесь как-то по характеристикам, конечно, такое себе. А вот питомцы, кстати. Так. Послушность. Послушание вашей собаки влияет на ее поведение. Если послушание низкое, собака не всегда будет выполнять команды и может даже убежать. Если же оно высокое, собака будет охотно вас слушаться. Текущий 50%, я так понимаю. Нюх 15%. Собака может учуять ваших врагов, даже если вы не видите их. Если вы будете хорошо о ней заботиться и умело с ней обращаться, она будет чуять врагов на большом расстоянии. Расстояние, на которое вас пес способен почуять врага, увеличится ростом навыком «Псарь». Действующая команда рядом. Угу.
Вот псарь. Так. Hey, lad! Don't you want a little wager on the rat-a tourney? Good fella. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. А у меня нет ничего. Прикольно. Ладно, пойдем. Надо отдыхать. Окей. Так. Надо убрать, наверное, факел. Рано утром же надо будет идти. Попробуем так тогда. Ну, я на турнир все равно не успею, так что, чё уж там. Только я не понял, как прокачивать собаку-то. Как ее прокачивать, фиг его знает. Она же за мной ходит. To heal, mutt. Ладно. Надо будет мясо купить барбосу, а то он это умрет еще с голоду, не дай бог. Что там с ним? Как он вообще? Послушный 71. Так, смелость, скорость, здоровье, вместимость, послушность. Так. Прикольно. Ну вот на самом деле есть огромная разница, я вот уже замечаю. То, как собака ведет себя, например, в Fallout, да, 4, и
то, как собака ведет себя здесь. Она реально просто идет за тобой. В Fallout прям офигенно прописан искусственный интеллект. Собака навсегда впереди. Она вообще никогда позади тебя, она не прется. Ну, разве что иногда, когда она там что-то нашла, ты не обратил внимания. И в таком случае, да, она там где-то что-то нюхает, роет. Но вот в обычном состоянии она всегда вообще впереди. Здесь это просто, ну, реально, как Лидия из Скайрима просто тащится, плетется за тобой и все. Так, она же может сюда заходить, да? Может. Отлично. Пьет водичку. Ну, зато в отличие от Fallout, у нее, видимо, больше анимаций, больше поведенческих каких-то вещей. Дождь, что ли, был? Похоже на то. Кстати, о дожде. Надо бы умыться. Это что, уже прям совсем утро, что ли, наступило, пока я мылся? Да нет. Все, пес потерялся. Так, а теперь что там с ним? 69 уже. Так, а где? Он же где-то здесь должен быть. А, вон он. Здорово. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Whatever you say. Take care now. Мы можем взять то? А, это Бернардо как-то лошадь. Окей. Так, и что? Что мы встали? Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Бля, красиво.
Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honour, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Да. Вот это вот, который он озвучил, на самом деле, показал, что он не дурачок. Все-таки рассуждать умеет. Хотя в каких-то базовых вещах. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Так. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets, and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Так. Вот если бы мы не играли на жестком режиме, то карта, то вот в таком виде карту мы бы видели довольно-таки часто. Но мне интересно, почему время не идет и не тратится энергия, здоровье, сытость и все такое. Может, потому что это сюжетное перемещение. А может и нет. Не знаю. Трудно понять. Так, мне сейчас нужно будет отойти, наверное. Минут на 5. Ну, про турнир можно забыть. Я не успеваю. We'll make camp here. Да, со мной нормально. Так, ладно, сейчас приду.
Так. Снова тут. Посмотрел сейчас запись, ну, в смысле, стрим. У меня какие-то проблемы, видимо, со звуком. Не знаю, с чем это связано. Да ладно. Так. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Так. Солонина и вино. Coming up, sir. At long last. Не, подожди. Вино мы ему одно отдадим. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir.
Так. Дождись рассвета. А время сколько? А, уже вечер. Ладно. Так. Мы бухнем немножко вина. Так. У нас есть еще спирт, кстати. А, ну вот, собственно. Так. Подождите. Навыки. Пьянство. А, у нас пьянство качнулось, вот что. И у нас только грибы, получается, да? Да, только грибы. А где я буду спать, интересно? God bless you. What Sir? Not now, blacksmith. Keep it for... May the Lord watch over you. Короче, ясно, надо спать. Да, сегодня какой-то такой молчаливый больше стрим. Но это потому что в предыдущей серии я очень много рассказывал об этой игре, поэтому сегодня как-то вот добавить совсем практически нечего было. Можно было только наблюдать за событиями. Комментариев пока особо никаких я дать не мог. Так, ну короче, чё? Вот он, наш пан. Придушить было бы неплохо, да. Посидим здесь. Надо подождать. Хотя бы часок. Посмотрим просто, что тут как. Еще спит. Хотя время уже 6 или сколько, да, 6 почти. Еще что ли подождать? What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Так, походу здесь это все лежит. Так, охотничья стрела. Сушеное мясо забираем. Грибы.
Лучше на охотничья стрела. Тесак мы... Нам нужно минимум ловкость 3. У нас нету 3 ловкость. А, подожди, есть. Так у нас штраф, что? Ну, тесак, значит, мы забираем-то тоже все. Теперь нам надо, получается, что это... Погнали. Погнали. О, здорово. Заяц, ты чё? Прикольно. Так, поговорить. Надо дать ему еды. Look what I've got for you. You'll love this. Так. Мясо зайца отдадим. Молодец. Погнали. Погнали охотиться. Так. Насколько я помню, нам надо сейчас подняться наверх и смотреть прям максимально внимательно. Прям внимательно. Опачки. А вот и первая жертва. Нахуй, если попал. Вот это я молодец. Fetch. Ой. Ой. Неплохо, неплохо. С псом реально удобнее. Реально удобнее с псом. Может быть, мы даже подружимся. Опачки. Косой. Так, ты чё, мне кроликов тут собрался распугивать? Так, это мы сейчас быстренько... Вон, кролик. Блин, сейчас их на самом деле больше, чем когда я на старте играл в эту игру. Блин, здесь кролика надо было прям реально поискать, чтобы нормально... Ну, короче, очень сложно было найти здесь кроликов, и здесь не так много было. Может, на этой опушке в совокупности штук 10, но, блин, они... Как бы их реально надо было искать прям долго. Не попал, надо было выше брать. Блин, как же сложно стрелять из лука, это прям боль. О, еще один, ничего себе. Промазал. Блин, слушай, дружок, блядь, ты загораживаешь просто. Попал, ничего себе. Вот это я. Стрелок. Молодец, молодец. Так, он куда-то туда ускакал. Куда-то сюда. А время сколько? О, блин, до полудня еще. Еще реально много времени. Так, стоп. Не видать. Не видать зайца. Так. Так. Блин,
Весь лес шевелится, мне кажется, что где-то вечное движение какое-то. Так, ладно, не будем о, здорово. Блин, я не знаю, как отменить выстрел, пиздец. Ой. Блин, слишком низко. Не могу попасть. Вот когда он сидит просто на месте, это одно, блин. Это уже гораздо сложнее. Он еще один. Очень реально. Попал. Heyo. Так, а где собака? Вот она. That's a good boy. Да, хороший That's пес. my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Да, крольчатина. Мясо зайца. Кушай, кушай. Так. Че, он кролика поймал? Серьезно? Не, это же... Не-не-не. Это он труп какой-то приволок. Опа. Блин. Я не знаю, как отменить выстрел. Надо будет посмотреть. Блин, почти. Блин, почти. Я не могу по нему попасть, пипец. И они еще, главное, не останавливаются, они всегда в движении. Это гораздо сложнее, чем когда до этого я играл. На. Heyo. Давай, тащи сюда. Ой, молодец, ой, молодец. Look what I've got for you. You'll love this. Так, время уже 8. Что это? Мухомор. Мухомор нам не нужен пока. Так. Опачки, еще один заяц. Как я не попал? И опять как я не попал?
Bring. Угу. Good fella. That's my... Так. Вон кролик еще один. Аккуратненько. Блин. Быстрее уж закончили, серьезно. Возьму. Придется такие уже заюзать. Неплохо. Так, у меня уже даже перевес от... Я думаю, что хватит на сегодня охоты, потому что перевес, во-первых. Надо идти в лагерь и там просто ждать его. Прокачать там навыки. Так. Не, пес прям полезный. Реально полезный. I feel quite hungry. Да я знаю, сейчас поедим, не парься. Там как раз на костре приготовим. Так, 9 часов. Блин, мы закончили, получается, ну... Гораздо раньше. Так. Бросить котелок. Не, это типа приготовить. Мясо зайца. Оп. Поедим. Угу. Что она дает? Что у нас там по умениям? Живучесть. Так, это... Ну, это нас не касается, на самом деле. Лучше спринтер, конечно. Мы бегаем быстрее на 20%, но и выносливость расходуется быстрее. Но лучше быстро преодолевать короткие расстояния, чем медленно плестись и так далее. Сил я пока так и не решил. Что прокачать, пока оставляем. Тут еще у нас навыки псарь прокачались. Так. Поговорим сейчас с собакой. That's a good... That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Так, кушай. Ой, молодца. Ну что, я предлагаю поспать. Дождаться его здесь, потому что мы уже все поймали. Ну да, давай так. И прям перед 12 сейчас отменим сон, так сказать, проснемся.
Заодно сохранились и дождались пана. Ну или не дождались. Почему-то его нету. Так. Странно, что его нет до сих пор. А, ну он. Так. А где он есть сам? Может, пока этого кролика убить? А, на крестик от меня выстрел. Все, я понял. Все, ждем пана. Делаем вид, что мы так и сидели тут. Так. Здорово. Здорово. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Why do you ask? You were right on my arse the whole time. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game. Так. Henry, follow me. We're going hunting. Надо что-нибудь выкинуть. Что-нибудь да выкинуть надо. А вот 67. Я думаю, что это будет норма. Потому что столько много мяса нам не надо. Насколько я помню, мы сейчас на кабана идем. Да и вообще я не шел, кстати, за ним по пятам. Это он говорит, когда ты идешь дальше вообще, то есть на другой конец опушки вот этой вот. Там даже можно его встретить, как он ходит и охотится. Но я же ведь его даже не видел. Поэтому очень странно, очень странно. Блин.
когда мы придем уже. See here, a wallow, and it's been freshly rooted. There'll be balls somewhere nearby, so just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Так, окей. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck. After him. Fetch. Mount up, Henry. Chase down that swine. По каким коням? Нет у меня тут коня. Так, а нам теперь надо найти Яну. Так, стоп. Ага. Так. Блин, куда-то не в ту сторону я бегу. Так, вот. Нет. Получается, все-таки он там. Просто очень сложно ориентироваться без метки, где ты стоишь на карте. Приходится реально просто прям вот, ну, на ощупь. По метке, вот, которая сверху показывает, что я в области поиска. Так. Честно говоря, даже не помню. Ой, честно говоря, даже не помню, где искать. Не ту кнопку нажал. Плохо видно. Непонятно. Так. Блин, вот вроде красиво, птички поют и все такое, прям звуки дикой природы, но
В реале птицы так часто прям не вопят. Бесперебойно. Так, я вышел из зоны. Я испугался, что это за животное тут. Так, это кто? А, это какой-то крестьянин. И мы из зоны вышли. О, олень, ничего себе. Я не помню, где его искать. Тут как бы даже дело не в том, что надо помнить, а... Так, стоп. Мне нужно оружие ближнего боя, тесак, например. Ага. И щит возьму. Пусть будет. Так, из доспехов у меня где-то все самое ключи. Интересное место. Не, оленина мне не нужна. Да и не до этого сейчас. А, я, кстати, по интересному месту могу понять примерно, где я нахожусь. Вот тут вот, то есть. Получается, мне надо выйти на дорогу и двинуться дальше вглубь. Нет, не эту дорогу, значит. Где-то там. Но это точно. Вообще за пределами. Блин. Так. Там, мне кажется, был. Значит, надо вот туда. О. Опачки. Кажется, нашел. Так. Граница. Прежде чем идти-то. Так. Hey, you! You sodomite! What
like to be fucked by a horse, eh? Так, стоп. Яна мы нашли. А вот этих ребят надо как-то поаккуратнее. Окей, ладно. Идите сюда по одному. Плохо. Так, тихо, отдыхаем. Блять, да ладно. Сейчас меня убьют. Да, меня просто заковырял лучник, короче. Так, загрузить. Это добыча, да. Попробуем сейчас еще раз. То ли надо лучника первым делом гасить, то ли надо как-то встать вот так вот, чтобы он не на простреле стоять. Тогда будет, конечно, попроще. Но вообще в таких стычках это, конечно, всегда сложно. А Ян между тем в плену, получается, находится у них. То есть его взяли в плен половцы. Причем я остальных, он даже не вижу. Я вижу, красный стоит, облокотившись на дерево. А остальные где-то стоят непонятно где. Понятно. Vigyázz! Látom az ellenséget! Vigyázz! Itt az ellenség! Что происходит? Hé! Ott van! Vigyázz! Тихонько. Да ладно. Хорош. Тихо. Hideg! Да умирай ты, чувак. Огányba! Так, а вот кровотечение. Да блин. Пес, ты будешь помогать? Itt fogsz nekem pityeregni? Наконец-то. -1. Так, теперь надо поаккуратнее.
Это вот моя аккуратность на все 100%. Это вот, кстати, показывает, насколько луки здесь просто смертельное оружие, реально. Но почему-то, когда я стреляю, они не умирают с одной стрелы. Ну или с двух хотя бы. Там, по некоторым надо так, блин, долго попадать, чтобы они загнулись. Hei, kiva. Ясно, я косой. I fucked your mother yesterday, pagan. Опа, попал. She said your old man couldn't get it up. Тихо, 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 тихо. Да хватит, блядь. Бери оружие. Да, позвоните мне в нужный момент. А знаешь, что пошел какой-то? Блять. Кто мне вечно названивает? Понятно кто. Так. Дубль 3. А что у меня вообще по здоровью, там, по всему остальному? Блин, все в порядке. Никаких дебафов нету, все хорошо. Блин, просто лучник меня беспокоит. Yhteispeit molemmat eivät todistelulliselle. Never seen a real man before? Otti, laitteatu! Uttoso keilado! Lady Nation, Utvan! Так, окей. I admit it. It's humiliating to get caught by 3 loose tan. The Lord Jesus Christ. Вдвое всего разве? Не больше? Так, подожди, полежи пока там. Вот, повиси, постой. Так, ухо половца, это надо, это тоже надо. Все остальное говно. Ненужное. Так, это. Лук тоже возьмем. Are you going to untie me? Да погоди пока. Потому что я сейчас развяжу его, начнется заставка, и типа мы окажемся, их знает где. Мне этого не надо. Вот еще тут все обшмонать. Ой. Сложно.
Да что такое? Ну, тут ближе сюда будем, короче. Так, камон. Я сейчас все отмычки свои так просру просто здесь. Блин. Ну это какое-то просто издевательство. Блин, не может так курсор трястись, как будто я алкаш какой-то. Это просто жесть. Причем срывается даже на том месте, где желтое. То есть, казалось бы, да, что еще надо? Все, погнали. Все, скрыто. Наконец-то. Гроши, живая вода, это все надо. Сейчас мы здесь все наворуем и, в общем-то, благополучно. Так, а тут... еще один сундук. Такой же сложности, блядь. Да подожди ты, пан. Что с тобой и так понятно. Так, вот тут, короче. Ну, пожалуйста, блин. А тут пусто, ясно. Ну, хоть качнул навык, чё. Ладно, ладно. Отвязать. Собака вообще не помогает абсолютно. Может, ее надо как-то прокачать. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Так. I apologise, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt! Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Ну вот, собственно, мы теперь за Яна немножко выросли. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him!
How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. А до этого ты типа не брал. Sir, Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be 2 men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Да в смысле меня обыскать? За что? Be quick about it. Why? For security reasons. Oh, come on then. Nothing. All right, you may continue. Так, сейчас надо отойти, позвонить человечку одному. Сейчас приду. Ну или даже не знаю. Можно, в принципе, закрыть. Наверное, потому что время уже. Прилично. Ладно, всем пока.